Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео я расскажу вам, каково это строить отношения, иметь семью, крутить роман и будет ли с девами потрясающий и классный секс. Дорогие мои, присаживайтесь поудобнее, сейчас все расскажу. Итак, для того, чтобы понимать, каковы будут отношения складываться с девами, необходимо понимать какой-то знак зодиака. Какие основные черты этого знака зодиака? Да, естественно, скажу, что это относится ко всем, кто асцендентные девы, да, то есть у кого восходящий знак девы, и, естественно, тот, кто по Солнцу знак Девы, да, то есть представители знака зодиака Девы. Если же в вашей натальной карте Луна находится в другом знаке, например, во Льве, то, скорее всего, если вы ведете себя как Лев, то вы не будете ощущать себя Девой, вы не будете вести себя как дева, и энергию вы будете черпать с лунной энергии, что является намного сложнее и хуже. Итак, поехали. Солнечный девы. Какой это знак? Практичный? Да. Прагматичный? Очень. Любишь, чтобы все было по полочкам? Однозначно. Любишь, чтобы везде был порядок? Да. Истинная дева кайфует, когда все в порядке. От этого у девы кажется, что все будет работать как надо, не ломаться, дома будет порядок, все стабильно, все комфортно, все нравится, все должно быть красиво. И да, Дева — это тот знак зодиака, если что-то выходит из строя, из-под контроля, начинают реально паниковать. Поэтому отношения они тоже строят в долгу. Они всегда находят себе партнера, с которыми смогут построить отношения долгие и стабильные. Да, при этом они готовы пожертвовать какими-то эмоциями, да, при этом они готовы где-то себя прижать, поддавить, лишь бы только не разрушить отношения. При этом для них очень важна материальная нотка в отношениях. И здесь хочешь, не хочешь, но если вы в своей жизни относитесь к финансам так себе, да, и к своему материальному благополучию тоже весь девы, вы понимаете, что материальная сфера становится для вас важной, и вы хотите, не хотите, начинаете тоже зарабатывать важно, потому что задача девы такая по жизни — сколотить состояние для того, чтобы была стабильность в будущем. И это такая, знаете, однозначная философия девы: не пойдут, например, тратить последнее. Нет, я бы не сказала, что дева — это щедрый знак зодиака, но если эта вещь качественная, если эта вещь будет работать долго, ну, например, из выбора китайской ширпотребной сумочки блестящей, которая просто покрасоваться и бросить, или же стабильная кожаная сумка для работы, которая будет служить долгие годы. Естественно, выбор очевиден. Дева выберет стабильную сумку на долгие годы. Да, для того, чтобы она прослужила дольше. Точно так же скрупулезно дева относятся и, конечно же, к отношениям. И здесь понимаете, что да, это тот знак зодиака, которым вы финансово не пропадете. У девы есть таланты, у девы есть эмоции, но они не такие открытые, как, например, у Овна, у Льва или же у Рака. Нет, конечно. Девы, я бы сказала, интроверты, и здесь, конечно же, эмоции они держат внутри, они не распыляют, и если они депрессуют, то они депрессуют сухо, если же они поют песни в караоке, то они поют какие-нибудь невеселенькие песни, когда у них настроение так себе. Потому что я бы отнесла дев к тем знакам зодиака, которые не смотрят сквозь розовые очки на этот мир, да, и поэтому они смотрят достаточно сухо и практично, прагматично. И для них брак и отношения — это, скорее всего, та вещь, которая в жизни быть нужна, должна, но при этом эти отношения должны быть заточены в долгу. И да, если мы с вами вернемся к эмоциональной, духовной составляющей, к сексу, то здесь, конечно же, вы встретите дев, как, например, в постельных сценах, очень традиционными,
очень, я бы так сказала, немножко замороченными, потому что, да, они любят ко всему подходить вот так вот мощно и скрупулезно. Им не хватает легкости, им не хватает вот такого легкого настроя, поэтому, да, с девами немножко нужно вот так вот расслаблять их, да, нужно понимать, что девы откроют свое сердце однозначно, но не на первом свидании, и понимайте это сразу. И если же вы решили с девами закрутить роман на одну ночь, то, скорее всего, если у вас нет долгосрочных перспектив, вы деву больше не увидите. Неважно, мужчина это дева или женщина-дева. Женщина-дева просто скажет: нет, и слишком много тратите времени, и я на это не хочу. Мужчина-дева скажет: так, у меня слишком много дел, я очень занят для вот этого всего непонятного, поэтому имейте в виду. Девы точно так же не будут дарить подарки шикарные, чтобы завоевать. Нет, чтобы расположить, ради, как говорится, на будущее, то да. А для того, чтобы вот просто вот так вот сделать приятно, это такой очень сложный для девы шаг. Она всегда думает: да зачем это нужно, да зачем это необходимо. Можно же просто взять и сказать. Взять, например, оббегая вот эти вот все сложные истории, какие-то долгие хождения, сразу предложить: может, мы съедемся, может, мы начнем жить вместе, может быть, мы уже начнем думать основательно. То есть у девы по жизни такой же подход и к свиданиям, такой же подход и к покупкам, к развлечениям. Зачем транжирить, когда можно сэкономить? Однозначно так и есть. И здесь за стабильность, за работу в долгу, естественно, девы получают все плюсики. За эмоциональную составляющую, в принципе, здесь на любителя. И нужно понимать, что дева — это не тот знак, который будет петь вам серенады под окнами. Да, просто нужно понимать, что человек именно такой энергии, в этой энергии есть как и положительные черты, как и отрицательные. И каждый человек, даже одинакового знака зодиака, если мы поставим совместимость к деве, может найти для себя, что для одного будет плюсом, для другого будет минусом. Если, например, вы 20-летний овен, который решил связать свою жизнь с девой, то вам будет, скорее всего, скучно. А если вам уже за 30 и вы овен, то вы скажете: какие классные, потрясающие качества девы, с которыми можно, прям реально прожить долгие годы. И здесь история как раз-таки про то, что девы — верный знак зодиака, они будут с вами при всех трудностях, даже при материальных трудностях, они будут с вами, они сэкономят, не будут ранжирить последнего, и тем самым они будут вас поддерживать. Но при этом из минусов это сухие эмоции, им сложно раскрыться, сложно довериться, сложно поговорить. И да, если вы заходите в эмоциях слишком далеко, то они могут либо закрыться, либо озлобиться, либо делать вид, что ничего не происходит. Поэтому да, дева — это тот знак, с которым необходимо работать, я бы так сказала, в долгу, раскрывать их, убирать их чрезмерную вот эту историю к полезности, потому что у них бывает перебор. Очень часто из дев получаются врачи, и они очень сильно увлекаются, но все, как мы знаем, все есть яд и все есть лекарство. И здесь нет таких однозначных ответов и вопросов в этой жизни. Много любви, мало любви, все есть яд и все есть лекарство. И нужно ко всему относиться в меру. Но у девы есть перебор насчет полезности, насчет того, что эмоции должны быть сухие, нужна стабильность, четкость. Очень завязан знак на материализме, и здесь это нужно учитывать. Если вам это подходит, тогда идите и стройте отношения с девами. Точно они будут вам верны. Если же вы хотите бурю эмоций, но все-таки Купидон уже стрельнул вам в сердце, ребята, тогда что? Раскрывайте своих дев, разговаривайте. Не просто так человек родился таким знаком зодиака девы, не просто так он такой сложной душевной организации. И здесь, естественно, нужно эмоционально раскрывать, идти навстречу разговорами, в том числе романтикой, потому
что Дева – это очень красивый знак зодиака. Да, Девам присущ интеллект и красота в том числе. И есть, поверьте, о чем поговорить с Девами, о чем с ними сходить в кино, сходить на выставку, сходить посмотреть что-то культурное или же что-то интеллектуальное узнать. Но поверьте, нет ни одного знака зодиака, кто был бы таким удобным и уместным в быту. Дева умеет потрясающе организовать свой быт, с ними прекрасно находиться в быту. И это такая история, о которой много семейных пар, лодка их семьи разбивается как раз-таки о быт. Девы это все понимают и готовы с этим мириться. Поэтому, мои дорогие, если же у вас случился роман с девами, понимайте, что это работа не одного дня, это эмоциональный контакт, доверительные отношения и обязательно разговор. Поэтому живите долго и счастливо. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях в этом видео, кто вы, какой вы знак зодиака, как вы встретились с Девой, нравится ли вам встречаться с Девой. Можете оставить свою дату, время и место рождения своего партнера, и я посмотрю вашу совместимость, сложатся ли ваши отношения или же нет. А если вы хотите, чтобы этот вопрос был конфиденциальным, в описании канала есть ссылочка на сайт. Приходите на консультацию совместимость, и там поговорим развернуто и все про вас. Можете приходить даже вдвоем. Это разумно. Ребят, спасибо, что были здесь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. В конце по классике актуальные ролики и плейлист про всех остальных знаков зодиака. Смотрите, узнавайте и понимайте, почему в жизни все так складывается. Почему мы все такие разные, но хотим одного и того же. Ребята, я желаю вам прекрасного дня Святого Валентина. Будьте любимы и любите от всего сердца. Пока-пока.